Всех приветствую на канале Бенди Крипто, меня зовут Никита Грин Бенди, и такой вот новенький формат, где мы будем обозревать рынок, я добавил вебку, чтобы вам было интереснее смотреть. Сегодня мы поговорим про то, закончился ли альт-сезон, почему рынок падает и что нас ждет дальше, поэтому заранее поставьте видосику лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы начинаем. Ну что, у нас вчера ночью, вечером даже пролился рыночек, очень так неплохо, у нас биточек, давайте посмотрим, сколько дал корректоз. Бам! Минус 8, минус 9% практически. Это стандартная коррекция, потому что в прошлых бычьих рынках были коррекции по 20, по 30%. На ковиде там вообще было больше 40%. Даже 60 вроде что-то такое доходило. Короче, это обычный корректоз. Ничего не закончился. Посмотрите, восходящий тренд. Берем палку, вот так вот рисуем. Бам! Восходящий тренд. Мы идем куда? Правильно, наверх. Какой рынок закончился бычий? Бычий рынок только у нас продолжается. Такие коррекции всегда нормальное явление на бычьем рынке, чтобы вытряхнуть всех, кто торгует с плечами. Этой ночью была ликвидация около 800 миллионов долларов. То есть тоже нормально так ликвидировала тех, кто торговал. У меня была сделочка по арбитруму, которая тоже успешно ликвидировала, потому что я завысил риски. Но меня ликвидировала тот депозит, который я выделил на эту сделку. Поэтому потеряли, ничего страшного. Зато заработали на другом. Вот, короче, по битку у нас направление по-прежнему вверх. У меня цель сейчас 120 тысяч долларов. Разворотных формаций пока что не рисуется, но, возможно, это будет голова и плечи, то есть это первое плечо, у нас будет голова, второе плечо, и мы пойдем вниз. Возможно, так будет. Опять же, я жду, что до инаугурации Трампа, у нас 20 января происходит инаугурация Трампа, нас все-таки сейчас возят наверх, то есть это будет либо до Нового года, либо после Нового года, и потом к инаугурации Трампа рынок уйдет в коррекцию, потому что инвесторы будут снижать риски, потому что Трамп, он может натворить много разных делов, непонятно каких, и поэтому инвесторы будут снижать риски, чтобы снизить риски, соответственно, чтобы если там Трамп что-то сделает не так, то не потерять свои деньги. Поэтому я все-таки жду, что коррекция будет 20 января, а пока что нас будет вести наверх. Доминация биткоина – это тот график, который нам говорит, когда же все-таки альт-сезон. Она у нас дала успешную коррекцию, самую большую коррекцию за последнее время, и сейчас начала откатываться наверх. Давайте посмотрим, что я говорил в прошлых видео. Вот у нас доминация биткоина, мои цели 48-40%, и в этом видосике, в прошлом видео обзорном, я сказал, что доминация у нас может отскочить, сделать ретест снизу вверх. То есть мы сломали восходящий тренд, опустились сюда, и сейчас доминация может пойти вверх. На тот момент было 56-76, но если смотреть мои прошлые обзоры рынков, когда мы еще только падали по доминации, я сказал, что альт-сезон начинается, и то, что у нас еще есть шанс, что мы пойдем по доминации вверх, и у нас будет коррекция по всему крипторынку по альтам. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всех крипто-событий, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой YouTube-канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Поэтому мы можем дойти до сюда. Это сколько еще процентов роста с текущих? Давайте посмотрим. Это у нас 3%, 3,5%. Альтам будет очень больно, очень больно. Но в целом у нас направление вверх. Если даже посмотреть по альтам, давайте посмотрим вот LDO, да. У нас максимумы повышаются, минимумы повышаются. Что это значит? Восходящий тренд. Еще какой-нибудь токен давайте откроем, любой. Вот те, которые я советовал покупать, тут уже ситуация не очень. Тут уже ситуация не очень смотрится, конечно, мы пробили прошлый минимум. Ну, это можно сказать, как собрали ликвидность, и в целом у нас в целом мы пришли, кстати, в большой зоне проторговки. Скорее всего, ПОК уровень проходит, и поэтому мы сюда пришли. Но в целом у нас направление вверх будет. Дальше, что у нас еще такого интересного? Aptos, мой любимый Aptos, который тоже льется страшным образом. Восходящий тренд, минимумы повышаются, максимумы нет, но минимум повышаются. Поэтому мы сейчас можем тут такой проторговки стоять. У меня самая ближайшая цель это 16.60, мы туда обязательно придем. Я думал, что мы из треугольника выйдем туда, сразу полетим, но, увы, не полетели, долетели лишь до 15.30. Что у нас еще интересно по альтам? Арбитрум, на который меня успешно побрили. Тут тоже такая ситуация. Тут даже смотреть по волновому анализу, давайте откроем дневку. По любому анализу смотреть, он идет вверх. Волновой анализ. Так, первая, вторая, третья, четвертая и пятая финальная волна где-нибудь здесь должна быть. Потом будет какая-нибудь коррекция. Но арбитрум решил сразу всех побрить вниз. Даже смотреть по liquidation map, снизу нету ликвидности, там некого брить абсолютно, там нету стопов. А сверху собралось огромное количество ликвидности, поэтому арбитрум тоже рано или поздно полетит вверх. Но сбрили тут, конечно, нормально так побрили. Ну, в принципе, многих побрило тогда. Что у нас еще? X-Empire, давайте посмотрим. Тоже пробил свою зону поддержки, но пока тут что-то держится, может наторговаться тут и выйти вверх. Notcoin.
Ноткоин опять у нас пришел в свою зону поддержки. Все никак он не может выбраться с этого боковика. Возможно, нас еще будут тут мариновать кучу лет, и к 2027 году он выйдет вверх. Ладно, я все-таки жду, что пораньше он выйдет вверх. Доксы. Что у нас с доксами? Тоже как бы мой сетапчик пока еще в силе. У нас пока что мы в зоне проторговки, можем тут в боковике стоять, но в целом у нас направление наверх. Еще что у нас интересного, что у нас будет говорить о том, что рынок будет дальше расти. Это у нас понижение процентной ставки. Да, сейчас оно отреагировало негативно, но, ребят, прошлые два понижения процентной ставки рынок рос. Сейчас понижение процентной ставки и рынок падает. Потому что, знаете что? Потому что Джером Пауэлл сказал, что извините, но мы не можем держать биткоин на балансе ФРС и не собираемся ничего предпринимать, чтобы это сделать. Из-за этого люди такие, ага. И еще плюс, кстати, сказали, что процентную ставку будет повышать всего лишь 2 раза в следующем году, что тоже рынок такой, блин, мало понижения ставки будет, поэтому там не будем расти, либо там не будет денег, либо еще что-то, и рынок такой, ну, давайте-ка продадим все. И вот так вот продается. Ребят, у нас восходящий тренд. По всем показателям у нас восходящий тренд, не было слома тренда, поэтому мы находимся в бычке, и от таких вот проливов нужно откупать и искать точки входа в лонг. По-другому я не вижу никаких сетапов. Шортить, когда мы уже упали, точно не стоит, но лонги искать, я думаю, это более благоприятное сейчас дело, которым можно заниматься. Поэтому подпишитесь на мой телеграм-канал Bendy Gang, чтобы быть в курсе всех крипто-новостей, чтобы узнавать первым, что происходит в мире крипты. Также хочу недавно поделиться кейсиком из нашего закрытого сообщества. Монета Fartcoin дала 33 икса. Я писал о этой монете с 3 центов, тут видите 0,029, короче 3 цента была 1 ноября. Сегодня Fartcoin успешно пробил $1. Это, мать его, 33 икса. Вау. 33 икса за полмесяца. Поэтому те, кто хотят, можете вступить в мое закрытое сообщество, которое называется Криптобаза. Тут у нас находится большой курс по трейдингу, вкладка образования, где вы сможете обучаться криптовалюте, не только трейдингу, но и разным другим направлениям. Спот-трейдинг, вот там, где, кстати, и был Fartcoin, вот он пост. Fartcoin 0,29, 3 цента. И сейчас цена больше $1. 33 икса. PNAT мы тоже подбирали в спот-трейдинг. Короче, сигналка трейдинг, там сигнал на фьючерсы выходит каждый день. Потом у нас есть общий чатик, где мы общаемся. Есть огромная база слитых курсов, то есть тут курсы от топовых трейдеров, которые они продают там за сотни и тысячи долларов. Вы это все получаете за 69 баксов, вступив ко мне в закрытое сообщество. Также есть сливы с других приватных сообществ, тоже другие приватки, вам не надо вступать, можете вступить ко мне и получать информацию с других приватных сообществ. Короче, очень классная комьюнити, у нас уже 45 участников. Если хотите присоединиться, то по ссылочке в описании это можно сделать. Ну что, вот такие-то у меня мысли по рыночку. Я думаю, мы будем дальше идти вверх. Да, нас могут еще вниз свозить, но в целом у нас направление вверх, поэтому я придерживаюсь лонгов, придерживаюсь бычьего рынка и двигаюсь вместе с бычьим рынком. Свой долгосрочный портфель я удерживаю, ничего не продаю. Также, кстати, если вам интересно, то можете посмотреть мои другие видео на канале. Я вот недавно выпустил видео про отслеживание кошельков на Solana, как отслеживать китов и повторять за ними. Также куча других полезных, классных видео, поэтому подписывайтесь, тут очень интересно. Ставьте лайк, пишите комментарии, приглашайте своих друзей. А мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем удачи, всем пока!